Сегодня у нас история, в которую было бы просто невозможно поверить, если бы не материалы следствия и не приговор советского военного суда. Это одиссея Николая Павленко, мошенника настолько виртуозного, что ему удавалось более 10 лет обманывать все советское государство целиком. Павленко не только выдавал себя за полковника, он создал целый фиктивный военно-строительный трест, который не существовал, но при этом строил вполне реальные объекты. Этот гений мошенничества родился в 1912 году под Киевом. Его отца раскулачили, а сам он не чувствовал никакого призвания к работе в колхозе. В 16 лет Николай ушел из родного села и больше туда не вернулся. Первое мошенничество он провернул почти сразу. Чтобы получить работу, приписал себе лишних 4 года. Павленко был юношей способным и поступил в институт на автодорожный факультет. После 2 курсов он был отчислен. То ли за мелкое мошенничество, то ли из-за кулацкого происхождения. Потом из-за подозрений в хищении он провел месяц в СИЗО и выпутался не самым приличным способом. Завербовался в НКВД и начал стучать на выдуманную по ходу дела троцкистскую организацию в стройуправлении. Так ценный кадр попал на работу в главвоенстрой. И тут выяснилось, что парень он, может, и не самый высокоморальный, но работать по специальности умеет. А 2 курса университета – это, в условиях кадрового голода, вполне достаточно. Он постепенно рос как профессионал, работал прорабом, потом начальником строительного участка, приобретал полезные знакомства, учился разбираться в тонкостях государственной машины. Павленко искал в первую очередь способы сделать карьеру и заработать легально и нет. Постепенно он нашел для себя довольно много юридических дыр и коррупционных лайфхаков. Коррупции вокруг было достаточно, люди есть люди, в какую эпоху, что называется, не возьми. Так бы он и жил, нервной, но прибыльной жизнью коррумпированного бюрократа. Но началась Великая Отечественная война. Николая мобилизовали через 5 дней. Военный инженер – специальность востребованная. Николай получил форму, документы и убыл на фронт. На фронте в этот момент ничего хорошего не происходило. Павленко попал во 2-й стрелковый корпус, который отступал с боями, теряя людей и технику. На Николая это оказало странный эффект. Пока вокруг все горело и рушилось, он изобрел схему, которая стала делом его жизни. Однажды утром он составил фальшивый запрос на себя самого. Якобы его вызвали для строительства аэродрома. Для убедительности он использовал печать организации, в составе которой действительно строил аэродромы до войны. Потом Павленко взял шофера-сержанта, машину и пропал в лабиринте военных дорог вокруг Москвы. Он выбрал идеальный момент для того, чтобы исчезнуть. Красная армия вела страшные бои в Подмосковье, и лейтенанты пропадали без вести каждый день. Павленко отправился в Тверь, где с помощью старой печати, ловкости рук и хорошего знания бюрократической кухни подготовил пакет фальшивых документов. И с этим набором зарегистрировал новую организацию – участок военно-строительных работ при Калининском фронте. В ближайшей типографии он напечатал несколько тысяч бланков и приступил к делу. Размахивая запросами на этих бланках, он открыл счет в Госбанке. Затем он пришел на фронтовой эвакуационный пункт и сообщил врачам, что только что передислоцировался и что у него есть свободные руки для ремонтов и строек. Врачи были счастливы. Шло начало 42-го. Строить и ремонтировать в прифронтовой полосе надо было примерно все. Предположить, что перед ними самозванец, они не могли. Какой тут может быть подвох? Приходит человек в форме, предлагает госпиталь отремонтировать. От медицинского начальства Павленко смог получить настоящие запросы. И с ними пошел в военкомат. Там он набрал себе людей из выздоравливающих раненых, а к ним навербовал на дорогах отставших и дезертиров. Костяк подразделения составили друзья, знакомые и коллеги по коррупционным схемам, твердо намеренные не рисковать собой в окопах. Вещи и продовольствие они получали со складов госпиталя. Но гениальность Павленко была в другом. Он действительно начал выполнять подряды и делал это хорошо. Никому не приходило в голову, что этот обаятельный офицер, чьи люди так здорово работают, аферист. Если подозрения возникали, люди держали их при себе. Рабочих рук не хватало, а объекты сами себя не отремонтируют. Солдаты у Павленко действительно работали не за страх, а за совесть. Тут все было просто. Или стройка, или на передовую, а в случае дезертиров – штрафбат.
Вскоре на фантастического военно-строительного мошенника работали 200 человек. После эвакуационного пункта он перешел в подчинение 12-го района авиационного базирования, где служил его старый приятель. Павленко к тому моменту сам себя произвел в майоры, а своим людям наделал за взятки почти настоящих документов. Когда фронт двинулся на запад, псевдомайор Павленко отправился вслед за фронтом. Он верно предположил, что в глубоком тылу фальшивые военные строители бросались бы в глаза сильнее. А тут, вблизи от фронта, они ремонтировали госпитали, дороги, мосты и вообще строили все, что требовалось. Хоть командный пункт, хоть первоклассный аэродром. Павленко постоянно расширял свою библиотеку поддельных печатей и бланков, получал все новое и новое имущество, а заодно выполнял и частные подряды. Вторым его бизнесом были списанные вещи. Он по дешевке приобретал их у интендантов, чинил, а потом сбывал на черном рынке за живые деньги. Не стеснялись фальшивые строители и мелкой уголовщины. Могли угнать лошадей, могли обокрасть склад. Меру они при этом знали, избегали грабежей, мародерства и вообще всего, что могло привлечь внимание контрразведки. Большинство солдат понимало, что отряд занимается какой-то мутной коммерцией, но что часть фальшивая, такого представить было невозможно. Да и какая разница солдату? Если вдруг что, так он просто приказы выполнял. Фальшивые офицеры, конечно, знали, но с ними Павленко делился прибылью. В 1944 году ненастоящая воинская часть вслед за настоящими вошла в Европу. И вот тут Павленко развернулся по полной программе. В Польше, а затем в Германии творился полный бардак. Комендатурам страшно не хватало людей. Языковой барьер мешал объясняться с местными. Мэриям вообще не хотелось конфликтовать с вооруженными советскими солдатами. А оружие у Павленко было. Он набрал к тому моменту до 100 стволов. В полях в 1944-м можно было найти хоть танк, было бы желание. Так что в Германии отряд Павленко ни в чем себе не отказывал. У немцев конфисковывали все ценное, а чтобы комендатуры не задавали вопросов, Павленко щедро делился добычей с интендантами. Он и здесь старался не светиться и даже расстрелял 3 мародеров из числа своих людей. Один из этих 3, кстати, сам был немцем, каким-то приблудным автомехаником. После войны бригада Павленко занялась переправкой добытого имущества на восток. Лошадей, швейные машинки, скотину и сельхозтехнику продавали в Польше и Белоруссии за польские злотые и царские золотые монеты. Летом 1945-го Павленко удалось обменять злотые на рубли. Начальнику финчасти одного из военкоматов пришлось дать для этого крупную взятку. Еще одному военкому подарили машину, и Павленко под крышей военкомата смог официально демобилизовать свой отряд. Состоялось даже награждение солдат. Павленко раздал 230 орденов и медалей и массу добычи. Его ближайшие соратники настолько обнаглели, что не хотели демобилизовываться в звании рядовых, и аферист заводил на них поддельные офицерские дела, чтобы уже по ним увольнять в отставку. Себя великий строитель тоже не забыл. Грудь Павленко украшали ордена Красного Знамени и Красной Звезды. Водитель, который первым присоединился к афере, получил 8500 рублей, корову и мотоцикл. Ордена, кстати, тоже работали как взятки. Директор швейной фабрики, с которым Павленко вел дела, получил Красную Звезду. Вскоре после войны Павленко зарегистрировал в Твери артель «Пландорстрой», и вот тут его почти поймали. Порядка стало больше, и однажды в артель пришла ревизия. Кто-то обратил внимание на то, что «Пландорстрой», возглавляемый Павленко, ведет расчеты с военно-строительной организацией, которую возглавляет тоже Павленко. А объяснялось это просто. Аферист сохранил документы на военно-строительный участок и через него прогонял сделки на черном рынке. Получал одежду, обувь и белье от швейной фабрики. Перепродавал, а для прикрытия что-то платил, проводя деньги через счета Пландорстроя. Из Твери весь коллектив уехал во Львов. Именно там служил полковник ВВС, у которого Николай когда-то оформлял свой военно-строительный участок. Во Львове Павленко взялся за старое. Основал фальшивую воинскую часть, произвел себя в полковники и снова начал брать подряды.
Настоящих солдат ему было взять уже неоткуда, работать он брал гражданских за хорошие деньги, а самых надежных переводил в так называемую вооруженную охрану, изображать армию. Потребности рынка, как сейчас сказали бы, он угадал верно. Рук в регионах не хватало. У местных начальников копились строительные планы, не обеспеченные мощностями. Военно-строительные организации регулярно выполняли заказы гражданских, причем часто при этом левачили. С точки зрения заказчиков в Павленко не было ничего необычного. Ну, полковник, ну, организует работы, ну, на новенькой победе, ну, в орденах. Солидный офицер, понимаете? Довольно быстро Павленко раскрутился на новом месте. Человек он был контактный, общительный, всегда готовый помочь друзьям деньгами или сводить их в ресторан. Рабочие его обожали. Платил он много и не жалел премий. А самое главное, работу начальник всегда принимал сам и строил близко к идеалу. За первые послевоенные годы он заключил больше полусотни договоров, в основном с угольщиками, но брал заказы и у машиностроителей, и у виноделов. Значительную часть прибыли он при этом инвестировал в покупку техники и в найм людей. Заказчики прекрасно видели, что работают у него не военнослужащие, но закрывали на это глаза. Мало ли какие схемы у человека, ну зачем лезть в чужие дела? Ангелом Павленко не был. Мог завысить смету, но делал это аккуратно и всегда делился. Его фальшивые строители работали по всему западу Советского Союза. Штаб части был расположен в Кишиневе и выглядел как настоящий. Знамя, часовые, арсенал и даже собственная контрразведка. Знакомым бюрократам фальшивый полковник обычно намекал, что основная работа у него сверхсекретная, и те не задавали лишних вопросов. Местные власти о существовании Павленко не просто знали, его регулярно ставили в пример другим хозяйственникам. Вот, у человека на стройках всегда военная дисциплина, все четко, все в срок. А у вас что? Все это посыпалось в 1952 году, абсолютно случайно, из-за глупости и жадности одного из подчиненных Павленко. Тот решил без ведома командира прокрутить свою собственную аферу с облигациями государственного займа. Облигации он покупал на черном рынке и перепродавал рабочим, а потом попытался этих рабочих обмануть. Один из обманутых написал жалобу сразу на имя Ворошилова. Павленко впервые крупно не повезло, потому что жалобы в секретариате Ворошилов действительно читал. От Ворошилова запрос попал в военную прокуратуру. Прокуратура начала выяснять, о какой организации вообще идет речь. И тут у прокурорских глаза на лоб полезли. Мало того, что такой воинской части просто не существовало в природе, так еще и командир этой части с 1948 года находился в розыске. Аферист-полковник заметил угрозу и собирался скрыться. На 24 ноября 1952 года была назначена общая эвакуация артели. Но 23-го все филиалы строительного управления были захвачены, а сам Павленко и 200 человек его подчиненных арестованы. У строителей изъяли 16 стволов огнестрельного оружия, 76 единиц техники, от легковых машин до экскаваторов, а также фальшивые печати, фальшивые бланки, фальшивые удостоверения и генеральские погоны. Павленко, очевидно, собирался присвоить себе новый чин. Нашли и счет в Госбанке. Выяснилось, что через этот счет за 10 лет прошло до 30 миллионов советских рублей. Уголовное дело составило 164 тома. Большинство фигурантов были либо ни при чем, либо умело прикидывались. Надо отдать должное герою этой истории. Он брал на себя все. Реальные сроки достались всего 2 десяткам его ближайших соратников. Ну а сам Павленко был, конечно же, расстрелян. Где-то, вероятно, до сих пор есть дороги и железнодорожные пути, которые он строил. Вот такая поучительная история. В основном о той огромной власти, которую в государствах 20 века давала убедительная печать на убедительном бланке.